Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы поговорим о коллективном интеллекте, явлении, которое меняет наше восприятие совместной работы и мышления. Вы когда-нибудь задумывались, почему группа людей может принимать более взвешенные и обоснованные решения, чем отдельный индивид? Откроем для вас маленький секрет. Это и есть сила коллективного интеллекта. В нашем видео мы исследуем, как объединение знаний, опыта и идей разных людей, животных и насекомых, и даже бактерий создает силу, способную решать сложнейшие задачи. От стаи рыб, которые синхронно меняют направление, до муравьев, строящих сложные колонии, природа полна примеров, где объединенные усилия приводят к выдающимся результатам. Вы сами увидите, как коллективный разум помогает справляться с самыми сложными вызовами. Также мы поговорим о том, какие факторы способствуют эффективному взаимодействию в группе, и о том, какие могут быть минусы коллективного интеллекта. Приготовьтесь увидеть интересные исследования, услышать вдохновляющие истории, которые дарит сила команды. Давайте вместе откроем тайны коллективного интеллекта и узнаем, как он может изменить подход к сотрудничеству. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. А теперь поехали! Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Если уж на то пошло, 3 головы еще лучше, чем 2, а 4 тем более. При наличии сотни или тысячи разум просто обязан восторжествовать. Недаром ведь появилось понятие «коллективный разум». О коллективном интеллекте задумывались еще в начале прошлого века. В 1912 году французский социолог Давид Дюркгейм утверждал, что общество — это единственный источник логического мышления у человека, поскольку оно превосходит интеллект индивидуума. По его словам, коллективное сознание находит отражение в представлениях людей, мифах, религиозных преданиях, нормах поведения. В 1930-х годах английский писатель-фантаст, биолог и историк Герберт Уэллс в сборнике эссе «Мировой мозг» сформулировал концепцию всемирной энциклопедии, некой системы знаний, которой имеет доступ каждый человек. Получается, писатель в каком-то роде предсказал появление интернета, но тогда Уэллс представлял себе, что знания мирового мозга будут записываться в виде микрофильмов и распространяться с помощью проекторов. Но сам термин «коллективный разум» или «коллективный интеллект» возник только в 1980-х годах. Под ним подразумевают способность той или иной группы принимать более эффективные решения, действуя сообща. Здесь важны не столько индивидуальные качества, сколько слаженность того или иного коллектива. В этом отношении коллективный интеллект действительно превосходит по уровню интеллект любого индивидуума группы. Ведь здесь речь идет об объединении возможностей, знаний, точек зрения, способностей нескольких людей для достижения более рациональных решений. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на одного человека или эксперта, коллективный интеллект выступает за сотрудничество и активное участие многих для достижения более эффективных результатов. Поначалу термин применялся только в отношении людей, потом его признаки обнаружили у других живых существ. Теперь давайте поговорим о том, как работает коллективный разум. В обществе коллективный разум проявляется, например, в феномене мудрости толпы, когда в решении социально значимых вопросов мнение большинства предпочтительнее мнения одного человека. Также к проявлениям коллективного разума относят, например, мозговой штурм, когда собирается группа людей, увлеченных одной идеей, для решения определенной задачи. И коллективный разум действительно работает, когда группа индивидуумов объединяет свои знания, опыт и усилия для принятия более эффективных решений, чем может принять отдельный человек, используя взаимосвязи и обмен информацией для формирования общего, более глубокого понимания. Это как головоломка, где разные участники привносят разные детали, чтобы таким образом объединить их в единое целое и дойти до намеченной точки. Здесь можно выделить несколько ключевых механизмов работы: разделение труда и знаний. Каждый участник вносит свой уникальный вклад, а система собирает его воедино. Роевой интеллект. Группы людей или животных синхронизируют свои действия через простые правила, образуя сложное коллективное поведение. Синхронизация и обмен. Социальные животные и группы людей синхронизируют мозговую активность, обмениваясь информацией, что повышает эффективность реагирования. Коллективное сознание. Формирование общих идей и установок, которые возникают как следствие взаимодействия членов социальной группы.
Теперь давайте на конкретных примерах разберем признаки коллективного разума, и начнем мы с позвоночных животных. Так ученые выяснили, что обычные рыбы-колюшки умеют объединять свои знания и полученный опыт и коллективно решать многоэтапные задачи по добыче пищи. Об этом говорится в статье, опубликованной весной 2017 года в журнале Nature Ecology and Evolution. Ученые из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии наблюдали за тем, как две популяции рыбок-колюшек, обученных решать простые задачи, действуют в новых для них условиях. Первая стайка колюшек жила в аквариуме, на дне которого находился лабиринт, в котором была спрятана еда. Место, где находится корм для рыб, было подсвечено зеленым лучом светодиодной лампы, чтобы колюшки могли быстро найти пищу. Вторая группа рыб жила в другом аквариуме, еда в котором находилась в своеобразной кормушке. Коробки из металлической сетки, в которой были проделаны два небольших лаза с каждой стороны. Рыбы, как показала практика, достаточно долго учились искать вход в эту коробку, так как запах червей, лежащих внутри нее, одинаково хорошо распространялся во все стороны. Когда рыбы научились исполнять и ту, и другую задачу, ученые соединили головоломки и проверили, как колюшки отреагируют на подобные изменения. В некоторых случаях команда объединяла рыб из той и другой группы, а в других наблюдала за действиями отдельных их представителей или пускала в аквариум рыб, совершенно незнакомых с этими загадками. Эти опыты привели к крайне интересным результатам. Оказалось, что стаи колюшек, в которых присутствовало хотя бы несколько рыб из каждой группы, вырабатывали некую форму коллективного разума. Они пользовались индивидуальными знаниями отдельных особей, и это помогало им быстро находить пищу. Что интересно, эта схема работала даже при присутствии большого числа новичков в стайках колюшек, так как новые их члены просто следовали за уже обученными рыбами, повторяя их действия и достигая кормушки уже фактически в первые 10-20 секунд после начала опыта. В других группах рыбы, умеющие делать только одну или другую вещь, тратили в сотни раз больше времени, ведь фактически им нужно было с нуля решать новую загадку. Это, как считают ученые, является главным индикатором того, что коллективный разум действительно работал и помогал рыбам быстрее адаптироваться к новым ситуациям. Но не только рыбы, а и многие стайные или коллективные виды животных выработали за время своей эволюции удивительно сложные стратегии поведения, которые они могут гибко менять на ходу в зависимости от текущей ситуации. Теперь возьмем птиц. К примеру, стаи птиц могут не только летать в форме клина или линии, но и словно по щелчку одновременно рассыпаться по местности, если они сталкиваются с хищниками. Также есть много вопросов касательно навигации, как они знают, куда нужно лететь и где находится их место предназначения. До настоящего времени наука не дала исчерпывающего и непротиворечивого объяснения этому явлению. Все более или менее обоснованные гипотезы тщательно проверялись и в конце концов не находили подтверждения. Однако известно наверняка, что коллективный разум, задействованный в процессе миграции, неизмеримо выше разума каждого отдельного животного. Именно коллективный разум управляет животными в процессе миграции, решая сложные задачи выживания, недоступные каждой особи по отдельности. Птицы летают стаями подобно коллективному разуму по нескольким причинам. Безопасность. Чем больше птиц в стае, тем сложнее хищнику выделить одну цель для атаки. Также это дополнительная защита для молодых и неопытных птиц, которые находятся в окружении старших сородичей. Эффективный поиск пищи. Собираясь вместе, птицы увеличивают шансы как можно быстрее найти больше еды. Эффективность миграции. Длинные перелеты – это энергозатратный процесс, и птицы, летающие стаями, экономят силы. Так как многие крупные птицы, такие как гуси или журавли, во время перелетов принимают V-образную форму. Таким образом, каждая птица использует восходящие потоки воздуха, создаваемые крыльями птицы впереди, что позволяет ей лететь с меньшими затратами энергии. Социальное обучение. Работая в коллективе, молодые птицы могут наблюдать за опытом старших и быстро осваивать навыки выживания. Таким образом, коллективный разум птиц проявляется в том, что они, собираясь в стаю, решают задачи навигации, выбора мест отдыха и расчета запаса энергии для успешного перелета. Еще один яркий пример коллективного интеллекта среди птиц – это голуби. Мы привыкли считать их не слишком умными птицами, но это, по-видимому, не более чем предрассудок. Одно из самых ярких доказательств того, что голуби не так глупы, как может показаться, можно прочитать в опубликованной несколько лет назад
статье в Science. В ней говорится, что голуби способны к абстрактной арифметике, то есть они могут считать предметы, не обращая внимания на их форму, цвет и размер. Также голуби обладают коллективным интеллектом. Вспомните про их удивительное умение ориентироваться в пространстве. Если голубям нужно несколько раз подряд пролететь из точки А в точку Б, то они каждый раз будут стараться сделать свой маршрут более удобным. Причем те, кто еще сам не додумался до более оптимального пути, будут учиться ему у более продвинутых товарищей. Известно также, что голубиная стая летает более прямой дорогой, нежели одиночные птицы. Очевидно, тут срабатывает нечто вроде коллективного разума. И это еще не все. В статье в Nature Communications зоологи из Оксфорда заявили, что голуби способны накапливать культурный опыт. Они уже давно изучают поведение голубей. На сей раз исследователи, прикрепив к птицам GPS-датчики, разделили их на 3 группы. Голуби из первой группы всегда возвращались домой сами по себе, из второй вместе с постоянным товарищем, а в третьей голубям меняли партнера через каждые несколько полетов, так что новичок оказывался в паре с более опытным путешественником. Птиц выпускали в незнакомой местности, так что поначалу они летели домой не самой прямой дорогой. Через несколько полетов все голуби отыскали более удобный маршрут. Однако наибольших успехов достигла та группа, в которой более опытного голубя регулярно заменяли новичком. Получалось так, что птица, которая уже начала искать кратчайший путь домой, передавала знания новому напарнику, который эти знания как-то корректировал. Затем бывшему новенькому давали в пару еще более новенького, который в свою очередь тоже перенимал чужой опыт, добавляя к нему собственные наработки. В итоге маршрут до дома оказывался все более и более удобным. Еще раз подчеркну, речь идет не о простой передаче опыта, а именно о накоплении и приумножении знаний. Все выглядело так, как если бы новая птица не искала свой путь с нуля, а исправляла то, что узнала от напарника. Впрочем, некоторые специалисты полагают, что все же не стоит в данном случае говорить о культурном накоплении, и что, скорее всего, голуби не столько дополняли накопленный друг другом опыт, сколько вместе работали над новой версией маршрута. И с несколькими коллегами все просто происходило эффективнее, чем с одним и тем же партнером. Примечательно, что специфика маршрутов, которые прокладывали экспериментальные пары, сохранялась до 3 поколений. Примерно с 4-го поколения полеты в среднем выполнялись по прямой линии и сходились в общих точках. По мнению ученых, полученные данные свидетельствуют о наличии у голубей кумулятивной культурной эволюции, процесса накопления и совершенствования знаний. Кроме того, на коллективный интеллект этих птиц указывает предположительная способность учитывать сведения, которые повышают производительность, и отказываться от остальных. Также наличие коллективного интеллекта прослеживается и у шимпанзе. Чтобы это определить, однажды группа ученых провела эксперимент с 2 группами обыкновенных шимпанзе в Замбии. Авторы поставили автомат, который выдавал орехи, причем лакомство было видно, и обезьяны даже чувствовали его запах. Однако, чтобы автомат выдал орехи, нужно было выполнить определенные действия: открыть ящик, положить в специальное углубление деревянный шар и закрыть ящик. Шары для автомата были разбросаны поблизости в большом количестве. Выходит, вначале шимпанзе нужно было изучить аппарат, затем отойти от него, взять шар и положить его в ящик. За 3 месяца, пока стоял автомат, ни одно животное не смогло решить задачу, хотя многие отчаянно пытались. Затем ученые взяли несколько обезьян и научили их выполнять необходимые действия, чтобы получать орехи. После того, как обученных обезьян выпустили к остальным собратьям, многие из них тоже научились пользоваться автоматом. Вот вам и подтверждение способности обезьян учиться друг у друга. Так, в результате этого исследования сомнений, что шимпанзе способны перенимать чужой опыт, быть не может. А что насчет насекомых? Есть ли у них признаки коллективного интеллекта? Конечно. Возьмем, к примеру, муравьев. Отдельный муравей никаким особым интеллектом не блещет, обычный биоробот. Но муравейник оказывается способным на виды деятельности, которые мы считали только нашей человеческой прерогативой, определяемой сознательной деятельностью. За 100 миллионов лет до того, как появился разумный человек, муравьи освоили сельское хозяйство, придумали войны за ресурсы, рабовладение и кастовую систему. Существование специализированных каст – важное свойство колонии муравьев. Процесс формирования муравья начинается задолго до его появления на свет.
В зависимости от нужд муравейника на стадии личинки ее кормят соответствующим кормом. Если личинка агрессивна, то из нее выращивают солдата, если наоборот спокойная, то из нее вырастет муравья рабочего. Ну а разведчики являются интеллектуальной элитой муравейника. Но как муравьи определяют уровень интеллекта личинок? Вопрос открытый. Однако все муравьи, несмотря на визуальные различия каст, генетически идентичны. В то же время муравьи разных каст настолько специализированы, что у них закрепляются различные реакции на одинаковые раздражители. Например, при сигнале опасности солдаты бросаются наружу в атаку, а рабочие, наоборот, хватают яйца и личинок и тащат их вниз в безопасность. И это принципиально важная особенность муравейника. При этом мозг отдельного муравья чрезвычайно мал, размером с маковое зернышко, и содержит от 250 тысяч до миллиона нейронов, что несопоставимо с 86 миллиардами нейронов человеческого мозга. Возникает закономерный вопрос: как из взаимодействия множества таких простых элементов рождается сложное и целенаправленное поведение всей колонии? Что управляет миллионами муравьев и организовывает их совместную деятельность? Есть нечто. И это нечто, как вы уже поняли, называется коллективный разум, механизмы работы которого продолжают активно изучаться. Проще всего объяснить принцип работы коллективного интеллекта будет на примере строительной деятельности муравьев-портных. Если вы не знали, то эти насекомые живут на деревьях в своеобразных гнездах из свернутых в трубочку листьев, края которых сшиты нитями, похожими на шелк. А строят муравьи свои жилища следующим образом. Один из рабочих подходит к листу, загибает его края и сжимает их челюстями. Сразу же к нему присоединяются его коллеги, которые просто повторяют действия первопроходца. В конце концов, тысячи рабочих действительно сворачивают лист в ту самую трубочку, после чего другие муравьи приносят своих личинок к месту соединения краев. Личинки, в свою очередь, выделяют из своих брюшных желез нити для сшивания и прочно фиксируют края. Именно так и выглядит классическая картина проявления того самого коллективного разума. В самом деле, ведь раз строительством у муравьев никто не управляет, и более того, они не сообщают друг другу, как нужно действовать при постройке жилья, им остается только одно – смотреть, что делает сосед, и повторять его движения. Конечно, никто не застрахован от ошибки. Ученые не раз наблюдали, что муравьи могут всем скопом неправильно сворачивать лист, при этом никто даже и не догадался, что нужно было делать по-другому. Однако, с другой стороны, эти трудолюбивые насекомые никогда не против того, чтобы переделать плохо сделанную работу. Ведь зарплату им никто не платит, сроков не ставит, а следовательно, спешить им некуда. Пчелы, как и муравьи, коллективные насекомые. Можно сказать, что как муравьиная, так и пчелиная семья представляет собой единый организм. Многие ошибочно полагают, что пчелы подчиняют свою жизнь велениям королевы-матки. Однако их колонии поразительно сложны по своей структуре и во многом напоминают устройство головного мозга млекопитающего. В то же самое время сами элементы системы, каждая пчела в отдельности, достаточно просты. Возьмем ситуацию, когда улей сталкивается с проблемой перенаселенности, как правило, в конце весны, начале лета. Тогда примерно 2/3 рабочих пчел, обычно это около 10 тысяч пчел, вместе со старой королевой покидают свой прежний дом. Они собираются на ветке ближайшего дерева в рой, по форме слегка напоминающий бороду. Оттуда несколько сотен пчел-разведчиков разлетаются во все направления в поисках подходящего дупла. Идеальное место для нового жилища не так-то просто найти. Вход должен быть маленьким и находиться примерно в 10 метрах от поверхности земли. При этом пчелам нужно дупло объемом примерно в 40 литров, которое непременно должно располагаться в крепком и живом дереве. Каждый разведчик, обнаруживший более-менее подходящее место, исследует его, чтобы понять, насколько оно удобно и безопасно, а потом возвращается в свой рой и объявляет о находке соответствующим танцем. Движения пчелы сообщают ее коллегам о местонахождении и качественных характеристиках обнаруженного дупла. Пока одни разведчики докладывают о найденных вариантах, другие следят за их танцем и направляются по заявленным адресам. Да-да, именно танец указывает на расположение найденного дупла. Объявляя о своих находках, пчелы действуют предельно организованно и точно. Чем лучше место, которое пчеле удалось найти, тем дольше она танцует, и тем энергичнее привлекает других разведчиков слетать по адресу.
Таким образом, несмотря на информацию из конкурирующих источников, в итоге обычно через день-два большинство пчел останавливает свой выбор на действительно лучшем месте. Остальным не остается ничего другого, кроме как также двинуться туда. Хотя каждая пчела в отдельности не отличается умом и сообразительностью, их коллективный разум впечатляет. Ведь почти всегда рой выбирает лучший из обнаруженных вариантов. Поверьте, коллективный разум пчел заслуживает внимания. Проводилось немало исследований, где пчелам предстояло решить конкретные практические задачи или выявить закономерность. Самый простой и известный пример с отодвиганием кормушки. Каждый день кормушку отодвигали в одном и том же направлении, на одно и то же расстояние. В очередной раз пчелы предусмотрели изменение положения кормушки и слетелись к тому месту, куда должны были отодвигать кормушку заранее. Еще интереснее, что пчелы могут сделать то, что не делали никогда. Один исследователь добился от пчел того, что они построили соты сферической формы. При этом он получился не сразу. Пчелы несколько раз пробовали создать его, разрушали неудачные варианты и начинали снова. И в итоге им это удалось. А самое удивительное во всех подобных историях то, что средняя продолжительность жизни у рабочих пчел – 3-4 недели. Получается, что молодому поколению каким-то образом передается опыт предыдущего. Очевидно, что разумное поведение пчел определяется каким-то невидимым управляющим центром. Это и есть тот самый коллективный разум. Возможно, это станет для вас сюрпризом, но бактерии тоже обладают коллективным разумом. Израильским ученым удалось обнаружить у бактерий коллективный интеллект, который контролирует их численность. В будущем это открытие может помочь микробиологам найти эффективный способ борьбы с бактериальными инфекциями. Согласно результатам совместного исследования университетов Тель-Авива и штата Техас, бактерии не только способны собирать информацию из окружающей среды, но и общаться друг с другом, принимая коллективные решения. Ученые вырастили 2 колонии микробов Paenibacillus dendritiformis в одной посуде и затем сократили им поставку питательных веществ. В результате бактерии не объединились в одну общую семью, как ожидалось, а стали уничтожать те клетки, которые оказались в приграничной зоне. Стоило ученым разделить колонии бактерий непроницаемой мембраной, как уничтожение пограничников прекратилось. Эти наблюдения навели ученых на мысль, что у бактерий есть примитивный коллективный разум, который позволяет им выживать в случае, если клеткам грозит голод, шок от высокой температуры или воздействие ядов. В этих случаях они выделяют специальное вещество, которое сокращает популяцию. То, что у бактерий есть примитивная форма социального сознания – факт. Они знают, как собирать информацию из окружающей среды и передавать ее друг другу. Они могут распределять задачи и хранить коллективную память. Химический язык, с помощью которого они общаются, превращает колонии микробов в большой мозг, который управляет реакцией на изменения окружающей среды. Но самое интересное то, что система защиты бактерий может использоваться против них самих. Теоретически, нужно только дать колонии химический сигнал опасности, и тогда бактерии начнут уничтожать друг друга. Более того, до недавнего времени большинство биологов предполагало, что полноценная память может быть только у многоклеточных существ, в организме которых есть специализированные нервные клетки. Но после открытия сложных форм поведения у некоторых одноклеточных грибков, а также амеб и некоторых бактерий, ученые начали сомневаться в этом. Так, 10 лет назад биолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Гюроль Сюэль и его коллеги открыли некую форму коллективного разума. Набор электрических каналов между бактериями внутри биопленок, с помощью которого они обмениваются информацией и координируют свои действия. Открытие этого феномена заставило ученых задуматься о том, могут ли микробы не только передавать данные, но и хранить их. Изучая колонии подобных коллективных микробов, ученые обратили внимание на одну их любопытную особенность, которая не характерна для других бактерий. Передача сигналов между участниками подобной сети изменяла устройство и электрические свойства их мембран и оболочки. Эти изменения отражались в том, как микроб поглощал и испускал определенные типы ионов. Сюэль и его команда предположили, что подобные изменения могут служить своеобразной формой бактериальной коллективной памяти, которая напрямую влияет на поведение микробов, которые хранят в себе подобные воспоминания.
Ученые проверили, так ли это на самом деле, экспериментируя на колониях сенной палочки. Эти микробы, как давно заметили биологи, не только могут обмениваться электрическими импульсами, но и менять свойства белков в своей оболочке в ответ на облучение синим светом. Руководствуясь этой идеей, калифорнийские исследователи начали наблюдать за тем, как меняется характер обмена сигналами между бактериями после того, как ученые подсвечивали их порциями синего цвета разной длины и интенсивности. Микробы не только реагировали на облучение синим светом, но и помнили об этом на протяжении примерно 4 часов. Это открытие – огромный шаг в будущее и повод задуматься о создании новых различных биокомпьютеров на основе микробов, в которых информация будет храниться и записываться не в форме новых цепочек ДНК, как уже этого добивались молекулярные биологи, а в виде электрических сигналов, которые хранятся в оболочках микробов и передаются от одной бактерии к другой. Теперь давайте приступим к самому интересному и поговорим о признаках коллективного интеллекта людей. Что делает толпу разумной? Согласно журналисту и писателю Джеймсу Суровецки, коллективный разум основывается на 2 факторах – разнообразие и независимость. Толпа, состоящая из представителей разных профессий, возрастов, национальностей, умнее, чем толпа, состоящая из одинаковых людей. Разные люди обращают внимание на разные детали, и если их правильно соединить, коллективное знание будет обширнее знания любого отдельного человека. Независимость толпы также имеет значение. Возьмем хотя бы игру «Кто хочет стать миллионером?». Статистика шоу показывает, что в случае звонка эрудированному другу правильный ответ был выбран лишь в 65% случаев. А когда игрок выбирал помощь зала, ответ большинства был верным в 91% случаев. А теперь представьте, что во время подсказки зала кто-то крикнет правильный ответ «А». Насколько это повлияет на конечный результат? Когда толпа прислушивается к мнению одного отдельного человека, толпа перестает быть коллективным разумом. Также в качестве примера коллективного разума можно привести суд присяжных, состоящий из 12 разных независимых людей. И если 11 из них начнут прислушиваться к мнению одного, то этот суд ничем не отличается от того, если бы судил один человек. В фильме «12 разгневанных мужчин», который вышел в 1957 году, наглядно показано, как от мнения одной сильной личности в суде присяжных зависит судьба приговоренного. Но что бы там ни было, коллективный интеллект имеет ряд преимуществ. Развивая коллективный интеллект и позволив объединить и совместно использовать индивидуальные навыки и знания, вы можете максимизировать человеческий потенциал и достичь более сильных и эффективных результатов. Неудивительно, что, согласно исследованию IBM, проведенному в 2021 году, 78% компаний считают сотрудничество важным аспектом успеха в бизнесе, и что 7 из 10 организаций планируют увеличить инвестиции в социальное программное обеспечение и групповые коммуникации. Имейте в виду, что коллективный интеллект включает в себя знания и возможности всех членов группы, что приводит к появлению более инновационных идей. В результате общий результат будет больше, чем сумма отдельных результатов. Наряду с этим, поскольку каждый участник будет обладать взаимодополняющими навыками и разной информацией, принятие решений будет осознанным и точным, а решение сложных проблем станет быстрее и проще. Кроме того, эта сумма умов позволяет противостоять различным точкам зрения, уменьшая когнитивные предубеждения и повышая удовлетворенность членов команды. Ведь все они чувствуют себя уполномоченными и активными участниками процесса, доверяя и помогая друг другу. Однако не все так гладко. Использование коллективного интеллекта имеет свои минусы. Основные недостатки такие. Коллектив может тормозить прогресс, сопротивляться изменениям и саботировать новые идеи, защищая сложившиеся нормы. Желание социальной гармонии в группе подавляет критическое мышление, заставляя людей приходить к нервным или нерациональным решениям, игнорируя альтернативные точки зрения. Уникальная информация также может игнорироваться. Общепринятые факты имеют большее влияние в коллективе, в то время как ценные знания меньшинства часто не берутся во внимание, что приводит к неоптимальным решениям. Коллективные мозговые штурмы могут парадоксально снижать IQ участников в последующих тестах из-за социального давления и сигналов. В анонимных или больших группах снижается репутационный фактор, что может привести к принятию рискованных и неэтических решений, за которые никто не чувствует персональной ответственности. И, наконец, страх быть осужденным или отвергнутым
за неправильное мнение заставляет людей молчать, подавляя истинное коллективное знание. Чтобы выводы были реальными, мы обязательно должны знать и избегать рисков, связанных с коллективным разумом. Не забывайте, что большинство не всегда предложит лучшее решение. Кроме того, важно принимать во внимание реальное разнообразие, которое представляет группа, а также степень участия ее членов. Поскольку иногда одни люди монополизируют вклады, а другие хранят молчание. Тем не менее, благодаря созданию коллективов, многие люди проделали огромный пласт полезной работы. Например, проект Оксфордского словаря английского языка. Этот проект был реализован благодаря коллективным усилиям тысяч добровольцев, которые собирали и записывали слова и их значения. Это один из ранних примеров использования коллективного интеллекта для создания обширной базы данных знаний. Чтобы завершить первую версию словаря, понадобилось почти 70 лет. Но это показало, как длительные коллективные усилия могут привести к созданию значимых ресурсов. Википедия. Этот всемирно известный ресурс также является результатом коллективного интеллекта миллионов людей, которые добавляют, редактируют и проверяют статьи. Это позволяет создавать и поддерживать актуальную и точную энциклопедию. Википедия получает почти 1,8 редактирования в секунду, что позволяет быстро обновлять и проверять информацию. Это делает ее одной из самых надежных и актуальных энциклопедий в мире. А слышали ли вы о таком феномене, как гибридный коллективный интеллект? Гибридный коллективный интеллект объединяет человеческий и искусственный интеллект. Это не просто фантазия, а реальность, в которой мы живем. Сочетание человеческого опыта и искусственного интеллекта позволяет принимать более обоснованные решения и решать сложные задачи более надежно. Люди не заменяются, и все не автоматизировано. Напротив, навыки объединяются, машины распознают закономерности в огромных объемах данных, в то время как люди обеспечивают контекст, суждение, этику, креативность и ответственность. На практике это означает, что системы предлагают решения, объясняют неопределенности и учатся на ваших отзывах. Вы же расставляете приоритеты, уточняете и принимаете окончательное решение. Взаимодействие человеческого и искусственного интеллекта помогает нам собирать данные и обучаться на опыте друг друга. Ученые доказали, что команды, состоящие из людей и искусственного интеллекта, могут достигать более высоких показателей производительности по сравнению с чисто человеческими командами. Такие системы сочетают в себе человеческую интуицию и контекстуальные знания с вычислительными мощностями и аналитическими способностями ИИ. Яркий пример — IBM Watson. Суперкомпьютер фирмы IBM, оснащенный системой искусственного интеллекта, созданный группой исследователей под руководством Дэвида Ферруччи. Система IBM Watson использует комбинацию человеческого и машинного интеллекта для решения сложных задач в области медицины, финансов и других сфер. Watson анализирует огромные массивы данных и предоставляет рекомендации, которые помогают людям принимать более обоснованные решения. Можно ли максимально раскрыть потенциал группового или совместного интеллекта? Да. Для этого при его применении на практике желательно принять во внимание следующие рекомендации. Создайте сферу сотрудничества, физическую или виртуальную, в которой сотрудничество ценится и поощряется в атмосфере уважения и доверия. Речь идет о том, чтобы люди могли встречаться, обмениваться идеями и вместе работать над общими проектами. Поощряйте разнообразие. Убедитесь, что рабочие группы неоднородны. Разнообразие с точки зрения навыков, знаний, опыта и точек зрения имеет важное значение для обогащения процесса сотрудничества и генерации идей. Облегчайте общение. Еще одним важным аспектом является наличие эффективных каналов связи, позволяющих обмениваться информацией и вести дискуссии между членами группы. Кроме того, не забудьте гарантировать равное участие в этом процессе, убедившись, что в нем участвуют все. Создайте системы принятия решений. Чтобы совещательный процесс не стал перманентным, необходимо установить методы, которые будут использоваться для принятия решений, например, голосование или мозговой штурм. Признайте вклад. Наконец, цените вклад, внесенный как индивидуально, так и группой посредством публичной похвалы, наград или материальных стимулов. Признание будет способствовать мотивации и приверженности членов группы. Возможно, для многих из вас стала сюрпризом информация, что способность к коллективному разуму не ограничивается только человеческим обществом. Многие животные также демонстрируют удивительные примеры совместной работы. Однако коллективный интеллект людей
имеет свои уникальные черты. Мы способны не только на инстинктивное сотрудничество, но и на создание сложных систем коммуникации, что позволяет нам решать задачи, которые недоступны другим видам. В этом контексте важно отметить, что технологии играют ключевую роль в расширении наших возможностей. Интернет и социальные сети становятся платформами для обмена знаниями и идеями, что усиливает наш коллективный разум. Таким образом, изучение коллективного интеллекта у животных и людей открывает новые горизонты для понимания эволюции и социума. Это подчеркивает важность сотрудничества в нашем мире, где сложные проблемы требуют не только индивидуального подхода, но и объединенных усилий. В конечном итоге осознание силы коллективного интеллекта может вдохновить нас на более активное взаимодействие и сотрудничество как в природе, так и в обществе. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, что нового вы узнали о коллективном интеллекте благодаря нашему видео.